Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. Мы продолжаем эксперимент. Ищем оптимальный способ укрепления ногтей для моей модели, у которой ничего не держится. Это уже третья часть видео с ее ногтями. Сегодня будет другой способ укрепления. Что из этого получится? Смотрите видео. Поехали! Посмотрим на ногти моей модели. Она ходила с данным покрытием 1 месяц, даже чуть больше. И посмотрим на некоторые изменения, которые произошли за это время. Видим, что некоторые кончики скололись. В целом все выглядит неплохо, но если присмотреться детально, в некоторых местах покрытие отходит от натурального ногтя. Тут, напомню, у нас был акригель, такое укрепление. Видимо, не совсем хорошо он подходит для ее пластичных ногтей. Ведь часто отслойки происходят со свободного края именно из-за причины того, что натуральные ногти подвижные, а искусственный материал более прочный и твердый. Он должен удерживать ногтевую пластину, и тут действительно это произошло. Единственное, ногти натуральные стали скручиваться, а покрытие так и осталось на месте. Поэтому мы сейчас с вами должны будем снять покрытие до тонкой подложки и убрать все старые отслойки. Что самое интересное, в этот раз у нас не было отслоек в зоне кутикулы, хотя в предыдущий раз были. Думаю, дело в технике маникюра, в препаратах, которые я использовала, например, дегидратирующий тоник для увлажнения кутикулы, для того, чтобы ее зашлифовать, либо использование силикон-карбидного шлифовщика. В общем, что-то в технике маникюра поменялось и, соответственно, поменялась носибельность в зоне кутикулы. Поэтому, если один из способов клиенту не подошел, это не значит, что также не подойдет другой. Нужно всегда искать оптимальный способ. Ваша задача, когда первый раз приходит клиент, который говорит о том, что у него ничего не держится, объяснить ему, что да, такое бывает, если истонченная ногтевая пластина, или влажная, или перепиленная и так далее. Но я, как мастер, как специалист, как эксперт, со своей стороны постараюсь сделать все возможное для того, чтобы ваше покрытие держалось. Мы будем с вами подбирать необходимые способы укрепления до тех пор, пока не подберем оптимальный, который точно будет у вас держаться. Важно аккуратно объяснить клиенту то, что его убеждение насчет носибельности материала, что у него ничего не держится, нестабильно, не статично, с этим можно работать, можно пробовать различные материалы и все-таки найти оптимальный способ укрепления. Ну а если совсем не будет ничего держаться на натуральных ногтях, не стоит за них держаться, как за последнее сокровище, в таком случае можно просто убрать свободный край и выполнить наращивание. Поскольку у нас не будет натурального ногтя, он не будет подвижен, соответственно, не будет проблем с отслойками на свободном крае. Таким образом решается любая проблема. Поэтому я всегда говорю, что мастеру очень выгодно работать с твердыми материалами. Показываю, что нам нужно полностью снять материал и не оставлять кратеры отслоившегося материала. В таком случае последующий материал может повлечь за собой отслойку также. Всегда рекомендую снимать до тонкой подложки аппаратом, а затем убирать остатки при помощи пилки или при помощи бафа, для того, чтобы приподнять чешуйки. Но важно, чтобы баф имел жесткий абразив, 100 грит приблизительно. Тут смотрим по самому бафику, чтобы он не сглаживал чешуйки, а их приподнимал. Не снимайте полностью покрытие до натурального ногтя только твердосплавной фрезой, так как это может очень сильно травмировать ногтевую пластину. Она будет перепилена, что скажется на дальнейшем сроке носки. Возможно, появятся отслойки в центре ногтевой пластины. А мы с вами выполняем аппаратный маникюр. Для этой модели он лучше всего подходит, так как кутикула сухая. Для приподнятия кутикулы использую алмазную насадку пламя диаметром 0,23. Хорошо прочищаю синусные повороты и пазухи. Это места, в которых чаще всего кожа уплотняется. Ее нужно прочистить, чтобы не было затеков и в целом все смотрелось красиво. Шлифую этой же фрезой огрубевшие боковые валики. Для того, чтобы максимально эффективно срезать кутикулу, нам необходимо приподнять юбочку. Для этого работаю в положении реверс и иду справа налево. Таким образом сухая кожа приподнимется и нам будет гораздо проще выполнить срез. Помимо этого, данный этап позволяет приподнять кутикулу, заглянуть поглубже и выполнить дополнительный проход для чистоты маникюра.
Большое значение имеет истончение этой юбочки. Чем тоньше будет кожа, тем проще нам будет срезать в дальнейшем фрезой. Кстати, особое внимание уделяю кутикуле на среднем пальце, там, где мозоль от пишущей ручки. Всегда там очень много сухой кожи, которую нужно тщательно проработать. Для среза кутикулы буду использовать скругленный цилиндр с синей насечкой. В один из визитов мы пробовали использовать насадку с красным абразивом. К сожалению, он не спиливал кутикулу, а только ее зашлифовывал. То есть совершенно другой эффект, клиенту неприятно, поэтому теперь мы точно знаем и используем синий абразив на ее кутикуле. И вот так очень просто она счищается единой полосочкой. Убираем тщательно пыль и наношу подготовительные препараты, а именно бескислотный праймер для улучшения сцепки. Поскольку у моей модели проблемы с носибельностью, без него не обойтись. До этого мы использовали кислотный праймер, и с ним также была хорошая носибельность. В качестве подложки наношу тонкий грунтовочный слой каучуковой базы. Она имеет хорошую адгезию и послужит нам подложкой под будущий материал. На данном этапе очень важно не допустить затеков. Хоть мы и наносим тонкий слой, будьте очень внимательны по периметру кутикулы. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. И теперь для укрепления будем использовать твердый гель молочного оттенка. Но наносить будем его не по стандартной схеме от кутикулы до свободного края, а только лишь на самый кончик. Это позволит укрепить его, поднять клюющий свободный край, затем мы опилим и выстроим правильную архитектуру. Это такой новый способ укрепления, при котором в зоне кутикулы будет меньшее количество материала, плюс он будет пластичный, и в таком случае не должно быть отслоек. Вы спросите, в чем отличие? До этого мы клали акригель на свободный край, теперь гель. Дело в том, что акригель бывают разные. Тот, который использовал я, имел небольшую фракцию акриловой крошки, то есть был чуть более хрупким, скажем так. Иногда даже некоторые гели могут быть прочнее, чем акригель. Этим же гелем достраиваем отсутствующие уголки по воздуху. Конечно, его консистенция более жидкая, но это также можно сделать. Если гель растекается и вам неудобно, слишком жидкий, вы можете его смешать с акриловой пудрой и такой консистенции намешанной уже выполнять до наращивания. Ну а проще, конечно, взять какой-нибудь гель-желе или просто сделать до наращивания акригелем. Но и такой способ нас устроил, так как нужно было быстренько донарастить кончик. На данном этапе я не смотрю на ровность бликов и так далее, моя задача просто выстроить архитектуру. Теперь снимаю липкий слой и приступаем к опилу. Для выравнивания поверхности использую фрезу. На самом деле можно было и просто пилкой пройтись. Хотела показать вам все возможности работы в данной технике. После чего мы подпиливаем длину, формируем форму скво-овал и затем шлифую поверхность. Таким образом нам будет проще выполнить выравнивание в зоне кутикулы. Еще одна причина, по которой мы наносили гель только на 1/3, чтобы подпилить торец и чтобы не было полупрозрачности. Обычно, когда мастер выполняет переворот руки вместе с гелем, центрует его на наивысшую точку, то по периметру кутикулы и на торце можно увидеть полупрозрачный оттенок. О чем это говорит? О том, что гель лежит в данной области слишком тонко и может отслаиваться. Любой твердый материал, акригель, гель не любит тонкой выкладки и при ударе может сколоться. Но насколько тонкое, вы спросите, это же не 1 мм и так далее. Тонкое это значит меньше 0,5 мм. То есть, когда у вас только промазывающий тонкий слой геля, например, как подложка базы, такой слой, да, конечно, может сколоться. Но если мы говорим о толщине 0,5-0,7 мм, то гель является очень прочным. После того, как мы все опилили, переворачиваем руку и этой же фрезой с зеленой насечкой с тонким носиком подпиливаем натуральный ноготь с внутренней стороны. Мы таким образом убиваем нескольких зайцев. То есть, первым мы поднимаем клюющий кончик.
Мы делаем тоньше торец. Мы минимизируем вероятность отслоения натурального ногтя со свободного края. То есть не стоит этого бояться. И объясняйте клиенту, что при такой ситуации покрытие наоборот будет держаться лучше. Мы закончили с черновой работой, скажем так, с подготовительной, и теперь в зоне кутикулы будем достраивать базой. В моем случае она легкого молочного оттенка и с небольшими хлопьями юки. Очень красивый оттенок от бренда Именька. Ставлю совсем небольшую капельку в зоне кутикулы, только для легкого объема, то есть никаких больших горошин из материала я не делаю. И только слегка подравниваю тонкой кисточкой, там где-то необходимо для создания архитектуры и, например, по боковым пазухам. В чем преимущество работы в такой технике? В зоне кутикулы у нас получается пластичный материал, он лучше носится, а на свободном крае уже непоколебимая твердость геля, которая будет держать каркас на свободном крае. Теперь выполним дизайн. Поскольку лето, хотелось ярких красок, использую неоновые гель-лаки от Имень, ставлю их на палитру и затем при помощи силиконового штампа для стемпинга делаю несколько отпечатков. И мы можем заметить, как гель-лак начинает расплываться по глянцевой поверхности штампа. Нам это на руку, мы хотим создать вот такие кляксы. Переношу их на ногтевую пластину, а то, что попадает на кожу, аккуратно подтираю кистью. Дополним золотой паттайю, который ложится в тончайший слой. И перекрываем топом. Долго думали, какой же топ сюда подойдет лучше, глянец или матовый. Выбрали мат. Как считаете вы, какой топ в данном случае подходит лучше? Это еще не все. Переворачиваем ручку и с противоположной стороны перекрываем топом, для того, чтобы натуральный ноготь не отслаивался. И наш дизайн очень простой, но в то же время эффектный и классный. Подведем итоги. Есть все-таки способы, которые будут держаться на ногтях ваших клиентов. Для того, чтобы узнать все способы, смотрите и предыдущие части этого видео. Но я желаю вам стойких маникюров, чтобы не было отслоек. Становитесь топовыми мастерами, подписывайтесь на канал и всем успехов в работе. Пока-пока. Искать способы... Блин, что-то я все забыла. Ну не расстраивайся. Ну что там было?